Всем привет, это Россия без будущего. Ватник и Русофоб вашему вниманию. Александр Романенков из России, Андрей Кузичкин из Эстонии. Начать хочу с ржачной, на мой взгляд, истории. Владимир Путин на этой неделе встречался с иностранными послами. И вот с послами-то он не поговорил, в конце концов, сославшись на то, что все еще действует санитарный режим. Вот сейчас попросим, наверное, нашего режиссера показать этот эпичный фрагмент вот этого эпичного выступления. На этом, к сожалению, церемония у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют. Нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится. Всего вам самого доброго. Благодарю вас. Андрюш, тебя вот не насмешила вся эта история, потому что я, например, тут же вспомнил поездку этого же человека, Владимира Путина, в Мариуполь, которую нам показывали по телевизору 2 недели назад, где человек не стеснялся, не боялся ничего, буквально ходил, здоровался за руку, там, ручкался, да, с каждым встречным, поперечным, и его никакие санитарные ограничения при этом не беспокоили, а тут послы, которые, ну, я думаю, намного здоровее будут простых смертных, и вдруг, анекдот. Заботу, конечно, о своем здоровье собственном надо приветствовать только, но когда вот так вот можно спалиться запросто, да, на этой заботе, оно, конечно, просто изумляет, потому что на самом деле, но он опытный разведчик и должен был уже, если легенду выстраивать, без сучка и задоринки, чтобы верили все. А когда на самом деле встречается только что после поездки в Мариуполь, где он только что там не братался с собравшимися жителями, тут в 20 метрах стоят от послов, и вдруг заявляет, что, значит, ну и на этом мы все и закончим, то есть руки не пожмем, потому что вот санитарные нормы продолжают действовать, хотя где они действуют, может, на территории Кремля, потому что вообще-то в России все отменили. Но самое главное, у меня тут версия одна, что там все-таки в Мариуполе он как бы со своими братался, а тут целая толпа засланных казачков. Так мало ли кто, что-то специально кто-то руки не помыл после туалета, да, с целью кишечной палочкой подзаразить нашего президента. Поэтому вот он и бережется. Но, конечно, я говорю, спалился он знатно, спалился он просто знатно. Да. Всем стало понятно, Штирлиц шел по улице. Это был, конечно же, там, в Мариуполе. Штирлиц шел по улице и чувствовал, что что-то выдает в нем разведчика. То ли улыбка, то ли походка, то ли парашют, волочившийся сзади. Начинаем. Ну и возвращаемся к нашей главной теме, заявленной, да, вот многие спрашивают, почему вы, ну меня во всяком случае всю неделю спрашивали, чего ты об этом не говорил, я имею в виду того самого убиенного Z-военкора, или правильнее будет сказать Z-блогера, потому что военкором я его не считаю, этого человека, как и многих, объясню потом почему. По крайней мере в России эта история наделала много шума. Ты вот, я смотрю, сегодня траурную рубашку даже по этому поводу надел, ну ты мне сообщил об этом в эфире, это не потому что я сижу стебусь, это вот мне Андрей перед эфиром сказал, у меня сегодня траур. Вот. Переживает, соболезнует, сразу вспоминается господин Соловьев, который написал совершенно замечательный пост, по-моему, в Твиттере, что Владлен, мы с тобой, мы скоро встретимся. Я даже не удержался от комментария, что Владимир Рудольфович, вся Россия этого ждет, поэтому вы, в общем, не затягивайте с этим делом. Тем не менее, знаете, что меня, например, умилило? То, что уже на следующий день, спустя несколько часов всего, причем несколько ночных часов, уже по всем телеграм-каналам, по российским СМИ официальным пошла информация, что там были, значит, это дело рук украинских спецслужб, там это дело рук туда и Моссад приплели, и, значит, ЦРУ, и даже ФБК Навального туда прикрутили каким-то боком. Меня-то что умилило, я сидел, вспоминал и ухахатывался. Ну, ребят, вот Немцова, да, 8 лет назад убили чуть ли не на Красной площади, где все утыкано камерами. Вот практически на Красной площади человека застрелили. 3 месяца только исполнителя искали, хотя он засветился на камерах. 8 лет прошло, заказчика до сих пор не ушли. Тут за ночь
Понимаешь, за ночь все расследовали, все установили, все, и вот эту вот девочку буквально на следующий день сцапали. Я был в некотором шоке. Ну, а вообще в Евросоюзе, там, и европейские агентства, информагентства, что об этом пишут, тем более, что, памятуя, у вас ведь там как раз, вот, например, в Эстонии, где ты находишься, сидит Люба Соболь, не знаю, там статус иноагентский, у нее не иноагентский, но говорить об этом нужно. Вот. То есть и на вас тоже тень упала, на тебя конкретно получается. Да, но дело в том, что у нас, я не скажу за всю Европу, но по меньшей мере в Эстонии эту историю практически не заметили. А дело здесь и в том, что и личность совершенно незнакомая. Но если бы, конечно, что-то подобное с Владимиром Рудольфовичем случилось, то тогда, наверное, вся бы Эстония вот в такие рубашки переоделась. А имя этого корреспондента, военкора, я понимаю, почему ты говоришь, что он никакой не военкор, потому что на войне что-то его не сильно-то видели. Оно практически неизвестно никому здесь в Эстонии было и осталось. А кроме того, ни у кого не было ни тени даже сомнений. Вот я читал серьезных экспертов, в том числе медиаэкспертов, и наш вот здесь есть центр исследования вопросов международной безопасности. А они, например, однозначно совершенно решают, что это дело рук ФСБ, ну или там подручные, ГРУшники, может быть, какие-то постарались, и что это совершенно внутренние разборки, которые касаются именно интересов Пригожина, опять-таки наметившего себе целью сесть в кресло губернатора Петербурга. И это настолько поэтому было уже все предопределено, никакая не загадка, по меньшей мере, вот для наших политических экспертов в Эстонии, что поэтому это как-то, да, сначала проскочило в заголовках статей, что в Петербурге, значит, взрыв, квалифицировали как теракт, вот погиб некий там Фомин. Да, значит, военкор, Пригожин и все. И оно потом исчезло. Много разных других новостей. Но вот кто такими вопросами российской политики внутренне занимается, да, вот они такую версию сразу предложили, чтобы даже сомнений нет. Разумеется, за этим стоит ФСБ. Все. Точка, тему закрыли практически на сегодняшний день. Ну, не обязательно ФСБ, на самом деле, потому что там вот, если брать ФСБ и версию с Пригожиным, и та может быть, это две разные версии. Теперь поясню, да, почему я вот не считаю этих людей военкорами. Дело в том, что это действительно никакие не военкоры. Военкоры, это, ну, по большому счету, это журналист. Журналисты же, они подразделяются по разным тематикам. Кто о политике, кто по экономике работает, кто-то по культуре, кто-то вот по военной тематике. Но это все равно журналисты, да, которые в общем несут определенную ответственность. Ну, вот, например, реальная журналистика моя, это официально зарегистрированная СМИ, я являюсь учредителем, главным редактором. Когда я принимал решение о регистрации своей реальной журналистики как СМИ, я понимал, что я беру на себя ответственность за то, что вот я буду говорить в эфире, за то, что я буду писать, да, за свои публичные выступления, в том числе уголовную ответственность буду нести. В данном же случае мы говорим об обычных блогерах определенной направленности, которые не перед кем никакой ответственности не несут. Более того, да, есть такой кодекс журналиста. Ты журналист до того момента, пока ты не взял в руки оружие. Поэтому для меня это было удивительно. А насколько я, ну, по крайней мере, есть там фотографии, есть какие-то видео, где этот татарский в форме и с оружием в руках, и говорит там такие страшные слова, как «будем убивать». То есть тут уже о военкоре, я считаю, что говорить, наверное, да, то есть не имеет смысла уже произносить даже это слово военкоры, когда у нас тут кричат по всем каналам: убили гражданского человека. Нет, простите, убили солдата, убили военнослужащего. В тот момент, когда человек взял в руки оружие, он стал солдатом. Поэтому погиб солдат. Ну да, в боевых действиях погибают солдаты, но не надо, да, путать квадратное с зеленым. Не надо пытаться навяливать людям, что это какой-то военкор. Еще раз, это Z-блогеры, их тут целая когорта образовалась после начала известных событий. И вот эти вот Z-блогеры, они, в общем, работают-то за деньги. То есть они прокачивают определенную какую-то проплаченную позицию и имеют на это право. То есть, грубо говоря, как есть сотрудники полиции, а есть частные детективы. Вот чтобы совсем было понятно. Сотрудник полиции, он присягал, он должен выполнять свою работу, потому что он дал присягу своей стране, своему народу. Частный детектив работает за деньги, он представляет интересы определенных интересантов. Вот и все, поэтому не надо путать Божий дар с яичницей, я только об этом говорил. Поэтому, знаешь, там звучала уже эта история, вот эта вот
предположение, что, возможно, там как раз был финансовый вопрос, они там где-то что-то между собой не поделили, или, может быть, что-то где-то. Такая версия тоже может быть. Вспомнил даже, кто ее озвучивал. Ее озвучил Гудков. Это экс-сотрудник ФСБ, экс-депутат Государственной Думы, сейчас тоже где-то вот... Где-то скрывающийся, да. Буквально. Но Да, вот он озвучил одна версия. Справедливое, наверное, возмущение, что таких Z-блогеров называют военкорами, но мне-то кажется, что это вполне естественно и логично, потому что это часть общего тренда на реставрацию, реконструкцию планового боевого прошлого Советского Союза. И понятно, что именно в годы Великой Отечественной войны статус военкоров получали журналисты, которые писали новости с фронта, и они были окружены тоже, ну, потом уже после войны славой, почетом, потому что они часто как раз и с оружием в руках, вместе с солдатами, в окопах, и вот короткой строкой новости в газету, и, в общем-то, это был такой статус журналиста-патриота. Поэтому, естественно, как только началась СВО в Украине, то тут же потребовалось возродить целый набор таких атрибутов, которые бы придавали агрессивной вот этой вот военной операции, по сути дела, нацелены на оккупацию чужой страны, так вот, придавали бы, значит, этому всему действу, ну, такой сакральный какой-то смысл. И, разумеется, статус военкоров – это вот один из атрибутов сакрализации всего, что там происходило и происходит, продолжает происходить в Украине. Ну и не случайно вот апелляция, опять-таки, к опыту Сталина, даже уже на уровне там решения каких-то экономических вопросов и проблем. Бывший наш президент Димон Медведев что-то там такое выдал, что со Сталина пример надо брать и все прочее. То есть вот это идет реставрация как раз и реконструкция. Пытаются Не соглашусь, потому что войной. это очень некорректное сравнение Великой Отечественной войны и даже того, что Путин сам назвал это специальная военная операция. Это никакая нахрен не война. Поэтому давайте не будем опять мешать квадратным и зеленым. Хотят, чтобы именно общественное мнение в России воспринимало это как священную войну в защиту России. Вот мы как раз уперлись. Очередное вранье, посредством очередного вранья. Конечно, да, мифологизация это все, естественно, легендирование такое, все это чекистские разводки такие. Но Кириенко, как первый замглавы администрации президента, совершенно четко сформулировал свои идеи, он курирует сейчас как раз эти новые территории, так называемые, приехал и четко совершенно сказал в Мариуполе, что для нас это должно стать народной войной. Это опять-таки полные аналогии с Великой Отечественной. Они хотят, опять-таки, это так называемая культурная апроприация, когда они хотят украсть и ладно, давай оставим войну в покое, да, давай все-таки поменем добрым словом еще пропагандистов, уж коль скоро про Соловьева заговорили. Вот сразу после этого события расчехлилось огромное количество вот этих вот Z-блогеров, вот лично я даже в телеграм-канал выкладывал там какого-то полуголого чувака, который сидел и хныкал, говорит, ой, а я-то сейчас опасаюсь, нифига себе, нас убивают, вот я сейчас побоюсь, я, наверное, пока сдам взад. Вот пока я, наверное, может быть, даже и приостановлю свою деятельность, не буду заниматься освещением этих событий. Потом в эфир вылез Антон Красовский, который записал тоже какое-то там слезливое обращение, что ох, ничего себе, нас убьют, как страшно жить. И вот мне, ты знаешь, мне так смешно сразу стало. Я думаю, ребята, простите, ну, во-первых, назвался клизмой, полезай туда, куда толкают клизму. Во-вторых, не вы ли нам с утра до вечера кричите, что, Господи, да умереть за Родину, за царя и за Отечество, это ж, ну вот просто гордость должна тебя обуять, да, это святое дело. А как только вам зад поджарили, вы тут же, ой, не, без нас. То есть, как такое может быть? Где вы опять врали? Вот у меня перейдет. Драматизация просто, конечно, драматизация, это все разыгрывается колоссальный спектакль, и поэтому, естественно, тут идет нагнетание страстей. Маргарита Симонян тоже билась в истерике, что, значит, и до каких пор нас будут убивать, а мы будем молчать, мы будем терпеть.
И это все наталкивает на мысль, что военкор мог стать просто и сакральной жертвой. Да, иногда такое бывает. И в истории, кстати, это случалось очень часто, когда чувствуют, что происходит десакрализация, дегероизация всего происходящего. Надо, значит, драматургии добавить, прибавить. И поэтому Дарью Дугину, например, тоже ведь называли сакральной жертвой, потому что ее папа потом, значит, идеолог всего этого происходящего в Украине, один из идеологов, он кричал и бегал, что, значит, отомстим в память о Даше и все такое прочее, но как-то оно все не расшевелилось, потому что, какая-то там журналистка в общественном мнении где-то там на периферии. А вот военкор, он вроде как свой, да, человек. Нравится тебе или нет этого кликуха, который мы прилепили. Но тем не менее, вот он как бы, да, из нашего многочисленного отряда, он там на передовой, а его убили. И что? Кто убил-то понятно, там СБУ и ФБК Навального. Опять-таки наш экс-президент кричит уже, что, значит, надо стрелять всю эту оппозицию либеральную, как бешеных собак, которые наших военкоров убивают, наших героев уничтожают, и их надо, значит, теперь всех уничтожить. Возможно, для этого вся была история и затеяна с подрывом, потому что не веря, естественно, ни в какой след ни СБУ, ни ФБК, вот бы СБУ бы еще гонялась там за каким-то военкором, пусть у него 500 тысяч подписчиков было. Кстати, ты знаешь, почему я бы его еще тоже к военкорам в чистом виде не причислил? Зашел тут на его канал, телеграм-канал, на самом деле там куча подписчиков, более 500 тысяч, но при всем при том, там его оригинальных новостей, то, что я успел пролистать, было не так и много. Он в основном все время делал перепост каких-то сообщений именно с линии фронта, а собственных оригинальных материалов было не так уж и много. Поэтому я считаю, что да, версия такая. Отработал мужик свое, принесли в жертву. А погнали волну зато. Вау, наших убивают, спасай кто может, отомстим, не простим. Спектакль. А вот такую вот версию еще слышал. Кстати, от Фейгина ее слышал. И даже не могу с ним не согласиться, что где он там провел параллели с 30-ми годами прошлого века, эпоху репрессий Сталина, когда, собственно, вот как раз в один момент началось, когда начали, в общем, отстреливать своих. И вот он там где-то выступал, Фейгин, очень аргументированно говорил-то по этому поводу. Он говорит, ребят, и я всегда тоже говорю, ребят, ваша хата не с краю, ваша хата на очереди. Да, но вот сегодня, по большому счету, расправились с оппозицией. Кого-то посадили, кого-то запугали, кто-то сбежал. Да, осталось небольшое количество несогласных. Да, и их уже прессуют потихоньку, помаленьку. Но рано или поздно эти тоже закончатся. Но для поддержания легенды о том, что вот враги кругом, это излюбленная легенда режима, они этих кругом врагов начнут ведь и среди своих рано или поздно искать, что и можно сколько угодно там Симонян будет кричать и ходить с портретом великого кормчего и кричать, что это самый мой любимый мужчина, я даже там Тиграна своего в постели Владимиром называю, там Владимировичем, да, но запросто может случиться такое, что слишком ты как-то подозрительно очень много об этом говоришь, а не враг или ты, и не факт, что не найдут эти... Да, то есть есть и такой вариант. Вспомнил частушку. Эх, огурчики да помидорчики, а кто-то Кирова убил в коридорчике. С чего все началось-то? С сакральной жертвы. Но Сталин, конечно, их убрал оппонента, соперника, естественно. Главное, в Питере это тоже случилось, правда, в Смольном, тогда в Ленинграде, в 1934 году. Кирова, я думаю, сравнивать с каким-то ноунеймом, это слишком громко. Конечно, ситуация другая, масштабы иные, но технология это та же самая. Или ты собираешь космический корабль или компьютер, а технологии какие-то все равно пересекаются, универсальные применяются. И в данном случае тоже все возможно. А, кстати, знаешь, у меня ведь еще интересная версия появилась, когда я читал телеграм-канал Убиенного. Он там встрял в тему строительства мечети в Москве. Причем там этот конфликт не так давно развернулся. Какое-то, значит, священное, по-моему, озеро называется, и там решили чеченское место. Да, я понял, я думаю, все зрители поняли, о чем ты говоришь. Нет, конфликт на самом деле это давно идет. Я даже все время, когда жил... 2 апреля буквально. С него прям буквально требовали, чтобы, значит, он свое мнение по этому вопросу высказал.
Но он высказал, что христиане не должны в священных для мусульман местах строить, значит, а мусульмане в священных для христиан местах ничего не имеют права строить. Поэтому он против строительства этой мечети. Ну, пожалуйста, а тут мы сразу за хвост можем чеченскую версию тогда тянуть. Так что, я думаю, спекуляций будет еще достаточно много. Бедную эту девушку, которую задержали на месте взрыва или после этого. Но, да, но девушку жалко, на самом деле, потому что на нее повесят всех собак, я в этом даже не сомневаюсь. И она сдаст всех. Она сдаст всех. Она сразу будет агентом финской, украинской, японской, американской разведки. Это прям... Вот ну, а кого она может сдать? Она может сдать максимум конкретно лично Навального, да, лично Байдена, потому что наверняка она больше никого не знает, наверняка Навальный и Байден ее сами лично инструктировали, Зеленский. Тут же, кроме них она же ни с кем не общалась. Саш, ну о чем ты сейчас говоришь? Ты не видел видео ее допроса? А я посмотрел. Когда ее о чем-то спрашивают, она говорит, ну, на этот вопрос сейчас не буду отвечать, я потом расскажу. Да все напишут. Да все напишут и заставят... Нет, я об этом и говорю. Я об этом и говорю, ты просто не понял. Но на самом деле, ты знаешь, я бы вот тут поспорил по поводу твоего оптимизма, что вот это там, мне кажется, что эта история затухнет очень быстро, так же, как история затухла с госпожой Дугиной. Да, может быть, пропагандисты сейчас ее покачают, потому что, мне кажется, они действительно напуганы, но это парит на самом деле только пропагандистов. Кажется, что им подскажут старшие товарищи, что давайте-ка свои, как их же словами говорю, хлебало завалите, вот, и едем дальше. Ну, посмотрим, потому что здесь, видишь, все-таки между хронологией, да, между убийством Дугиной и вот этого военкора довольно много времени прошло. А вот если, например, следующего военкора кто-нибудь... Причем там еще Стримнаусов посерединке был. Ну, там, скорее всего, классическое ДТП. Никогда не поймем, как с Михаэлсом. Так вот, я думаю, что если через неделю, например, подмочат еще одного военкора, ну, тогда это, конечно, уже будет закономерность. А еще, конечно, да, я вот одного эксперта не процитировал, эстонского. Почему, например, без всяких сомнений считаю, что это дело рук ФСБ? Потому что когда российские спецслужбы совершают какую-то осечку и реально теракт происходит, ну, там вот в Казани расстрел там школьников, еще где-то, и тоже все так сразу чук-чук-чук засекретили, все покрыли, закрыли, все это дело. И где-то оно потом задним планом прошло, что там уже приговорили, посадили, отправили лечиться. А здесь, когда сразу превращают такую историю в огромную пиар-компанию, когда тут же видео, значит, подозреваемые размещают и все такое прочее, ну, понятно, что главная цель – это не кого-то убить, а потом громко об этом рассказать. Ну, а тогда уж ФСБ пыльные, конечно, и волосатые, они сразу высовываются, мохнатые из всей этой истории. Вот, потому что если бы они промахнулись, то тогда, конечно, бы они не стали на публику выносить вот эти вот свои промашки, свои ошибки. Когда они об этом громко рассказывают, да еще на второй день называют сразу виновных, ну настолько... Ну, деградация просто, интеллектуальное вырождение всей системы происходит, в том числе и ФСБ. Ну, такой вот сценарий кто-то там себе составил. Бредовый какой-то. Вот они его реализуют. Ладно, будем посмотреть. Думаю, что действительно нам будет еще что обсудить и по этой теме тоже. Это была «Россия без будущего». Меня зовут Александр Романенков. По другую сторону экрана и границы Андрей Кузичкин, мой коллега. Увидимся, услышимся очень скоро. Пока-пока. Всем счастливо.